Сегодня поговорим о КТ-шкоре, как он сформировался, какие особенности есть у этого направления, и разберем некоторые образы. Привет, я Маша, это канал о моде, одежде, обо мне и моем творчестве. Прошу вас поддержать это видео лайком, а лучше подписаться, чтобы не пропускать следующие мои видео. КТ-шкор – это эстетика, идеализирующая сельскую жизнь, в основном сельскую жизнь окрестностей Европы, и жизнь как бы в гармонии с природой. И сама эстетика построена на всем, что связано с природной тематикой. На мой взгляд, для формирования КТ-шкора послужило несколько аспектов. Ну, во-первых, это романтизм конца 18-го, начала 19 века, когда, так скажем, деятели культуры начали восхищаться сельской жизнью, некоторыми аспектами, скажем так, природы, и все в этом духе. В основу КТ-шкора как раз послужил романтизм, то есть самую базу дал именно романтизм конца 18-го, начала 19 века. Это и какие-то предметы одежды, предметы быта, цветовая гамма, непосредственно вот эта взаимосвязь с сельской жизнью. То есть основу всему КТ-шкору в первую очередь дал романтизм. Также для формирования КТ-шкора, но в более меньшей степени, на мой взгляд, повлияло формирование в 70-х в США некоторых стилей, как романтическое возрождение и шейби-шик. То есть это больше уже, скажем так, заимствование стилистическое в плане одежды, покроев, даже некоторого кокетства из этих стилей как бы перенял КТ-шкор. Третий аспект, который, на мой взгляд, повлиял на формирование КТ-шкора, это японское направление моды морики. В основном, на мой взгляд, оттуда взаимствовано было не только стилистические некоторые решения, но и многослойность. Также еще одним аспектом для формирования КТ-шкора в прямом понимании стал, на мой взгляд, та ситуация во время и после пандемии. То есть во время пандемии люди сидели в квартирах, они хотели на свежий воздух, некоторые уехали там в личные дома, некоторые купили дом, некоторые хотели уехать на природу. И также после того, как вышли люди с пандемии, тоже многие там купили дома, условно куда-то поехали. То есть вот это вся произошла некая романтизация, условно, жизни за городом, фермерской жизни. В итоге, при сублимации четырех этих аспектов, на мой взгляд, мы получаем уже сформировавшееся устойчивое направление КТ-шкор. При анализе образа в стилистике КТ-шкор, конечно, я выделила ряд особенностей, которые присущи этому направлению. Ну, во-первых, это струящиеся подолы юбок, длинные, либо до колена, иногда чуть выше колена. Во-вторых, это, конечно, объемные, пышные рукава, и в частности, чаще всего встречаются рукава покроя фонарик. В-третьих, это, конечно же, комбинезоны разного вида и шорты, то есть разных вариаций. Штаны встречаются крайне редко, и в основном это какая-то принтованная история. Также это история про рюши и оборки, но не очень мелкие такие, а среднего или большого объема, на мой взгляд. Также нельзя не отметить, что в основном это какие-то многослойные наряды, то есть это, например, платье с кардиганом, с жилеткой, то есть это много-много всего, но в меру, то есть это не гипермногослойность, а умеренная многослойность. Если говорить про какие-то мелкие больше детали, то мы тут можем заметить пуговицы, то есть большая часть одежды застегивается на пуговицы. И в лучшем случае это какая-то деревянная история, либо сделанная под дерево. Также очень много всякого кружева и вышивки. И много всяких элементов, сделанных своими руками. Это может быть, не знаю, решелье, например. Или какая-то тоже вышивка, тоже ручная. Или это какие-то, например, украшения ручной работы. То есть, или это, например, вязаная история, например. Или какие-то тоже кружева вязаные, а не тканые. Например, или, например, кардиган вязаный. Цветовая палитра тут тоже достаточно блеклая такая. Она отражает именно вот природу
именно природные элементы. Это бежевые, коричневые, какие-то рыжие, желтоватые оттенки, зеленые все оттенки, розоватые, голубоватые, какие-то фиалковые. То есть это все оттенки, которые встречаются в природе, но в более таком блеклом, даже застиранном, скажем так, виде. Если рассматривать уже принты, то тут более какие-то цветочные истории, огурцы, принт огурцы. Это вот отсылка к природе. Также мы можем заметить то, что в образах Катешкора присутствует клетка и полоска. Это отсылка уже к фермерской истории. Так, ну и разберем образы. Я попробую несколькими блоками объяснить, какую одежду, даже образы применимы в стилистике Катешкор. Потому что целиковые образы сложно найти именно чистый Катешкор, потому что само направление достаточно плавающее, на мой взгляд. Уже очень много появилось эстетик и стилей, связанных с природной тематикой. И достаточно непросто уже отличить Катешкор от других коров, эстетик и стилей. Но я постараюсь вот самую-самую основу дать, какую я заметила. Первый тип образов, который я разберу, это образы с платьями, потому что они самые распространенные, и в них можно сделать, так скажем, меньше всего ошибок. Все платья Катешкора – это приталенные платья, либо прямые платья, либо иногда встречаются платья со встроенными корсетами. Но тут надо смотреть, что это за корсет. Это более простые такие конструкции, скажем так, корсетные. В основном это платье с резом по талии, либо с резами под грудью. Прямые платья в основном без резов, то есть просто чисто прямое платье. Туда же в эту категорию платьев также входят и сарафаны. То есть тоже у сарафанов в основном они прямые, либо рез по талии. У сарафанов я не нашла, когда рез под грудью находится. Потом эта история, скажем так, также надо смотреть на цветовую гамму. То есть у нас природные цвета, и за исключением, скажем так, красного. Ну, красный у нас цвет розы, то есть просто это одно исключение из цветовой палитры. Остальные все цвета такие блеклые, немножко выстиранные. Потом во всех образах Катешкора, даже если они какие-то многослойные, все, они не могут быть без принтов. То есть, чем я имею в виду? То есть у нас все образы должны быть с каким-то принтом. Какой-то один элемент должен быть с цветочками, либо с полосочкой. То есть чисто там белое платье воздушное, если одеть, это не будет Катешкором. То есть вот в эту стезю, скажем так. И тут сборные образы с кардиганом, с жилеткой, если вот по предметам одежды можно. Также, если у нас сарафан, мы можем это с рубашкой одеть, к примеру. Если мы пойдем дальше, то у нас идет, например, вариация образов сборных, то есть верх и низ. Начнем с верха. Верх это может быть какая-то, скажем так, блуза с пышными рукавами, тоже с принтом, либо без принта. Это все-таки сборный образ, надо смотреть вкупе. То есть это пышные рукава, такой воротничок большой обычно у этих рубашек, скажем так. Потом это может какие-то вязаные топы, потому что в Катешкоре приветствуется вот это ручное все, то есть это тоже отражение Катешкор эстетики. Потом, что может быть? Рубашки какие-то, даже льняные рубашки, может сюда, хлопковые рубашки, которые с таким, не знаю, с мятым эффектом, может быть. То есть это вот эти разные вариации верхов, это топы, рубашки, майки всякие разные. Но тут надо тоже смотреть вкупе, то есть у нас верх плюс низ. Если у нас низ однотонный, то верх должен быть с принтом, к примеру. Если мы рассматриваем низы, то у нас тут первая вариация, которая приходит на ум, это юбка. Юбка обычно длинная, либо до колена, иногда выше колена. Но это не история про мини-юбку. То есть с юбками такая же история, то есть мы смотрим на цветовую гамму, там обычно много кружев добавляют на юбки, оборки добавляют на юбках. То есть тут юбки, в основном солнце-полусолнце чаще всего встречаются, потому что они такие воздушные, струящиеся.
То есть может быть там, например, мини-юбка, если мы хотим поэкспериментировать. Но тут надо смотреть на покрой. То есть, если это мини-юбка, там солнце, полусолнце, там с рюшами, оборками в нужном цвете, например, с принтом нужным, тут еще окей. Также по низам могут быть шорты и комбинезоны, намного реже брюки. Это тоже мы смотрим вкупе, что у нас с верхом происходит, и подбираем под него низ. Это также определенная цветовая гамма, определенные принты, это свободные покрои, то есть это не сильно в обтяжку одежды, то есть вот так вот. Когда мы, например, берем определенный верх, определенный низ, подбираем все это, у нас получается вкупе достаточно хорошо. Также при соединении верха и низа надо учитывать некоторые моменты, скажем так. У нас образ должен гармонично смотреться, то есть верх и низ должен сочетаться между собой. Это, то есть мы не можем в катешкоре верх и низ сделать, скажем так, однотонный, если у нас нет сторонних аксессуаров, то есть у нас верх либо низ, либо верх и низ, должен быть с принтом. То есть я все образы посмотрела, везде так. Что-то должно быть с принтом. Например, у нас либо верх с принтом, а низ однотонный, либо наоборот, низ с принтом, а верх однотонный. Либо у нас верх и низ принтованы, но одно в одном цвете, либо разного цвета, очень близких по цветовому кругу, но с одним принтом. То есть тут надо гармонично подобрать. То есть у нас не должно ситуации быть, что у нас верх какой-то цветастый, с каким-то цветочным принтом, низ какой-то клеткой, еще это разного оттенка, цвета, и по цветовому кругу не сходится. Потому что тут надо варьировать оттенками, потому что у нас есть, скажем так, не самая большая цветовая гамма в плане сочетаемости цветов. То есть есть коричневый, бежевый, там белый, желтый, фиалковый, голубой, розовый, и вот их вариации. Но если смотреть на сами цвета, они между собой по цветовому кругу не сильно гармонируют, некоторые цвета. И тут надо очень нюансово подходить в формировании образа. На этом все. Спасибо, что были со мной. Если вам не сложно, пожалуйста, оставьте какой-нибудь отклик на это видео.